Хочу провести небольшой эксперимент по поводу вот такой вот маленькой аккумуляторной пилки. Это самый дешевый вариант, наверное, который только есть. В общем, смотрите. Пилка дешевая, но аккумулятор очень дорогой. Это оригинальный аккумулятор от Makita со стандартным, с таким стационарным зарядным. Сейчас он у нас полностью заряжен. Но я нею уже немножко попилил. Ну как немножко? Вот смотрите. Завалился орех. Вот. Полностью у нас. Хорошо завалился. От соседей, кстати. Вот, видим. Ствол какой. Тут я его подпер, чтобы он дальше не упал. Вот это я уже большой пилой, бензопилой порезал, потому что этой пилой понятно, что не порежешь. Дальше обрезал ветки маленькие, ну как маленькие, тоже. Тут тоже толщина где-то, миллиметров 5-6. Вот. На всех этих, где меньше, где больше. Отрезал вот здесь вот эту большую ветку. В общем, смысл в том, чтобы сейчас срезать все маленькие ветки со ствола и с крупных веток. Вот, видим, здесь еще порезал чуть-чуть. И заряд еще не ушел. Итак, сейчас все это обрежу. И дальше уже буду смотреть. Сейчас покажу, как она пилит такое. Толщиной, наверное, 10 сантиметров. А ну-ка, возьмем пилу. Вообще, насколько этого аккумулятора хватит? Хватит ли мне убрать все эти ветки с этого ореха? Итак, я не держу ничего, просто. Довольно-таки быстро. Но надо не забывать, что орех — это мягкое дерево. Сродни такой сосны, наверное, или еще чего-то. Ну что, сейчас попробую все это убрать, засекаю время, за сколько это все получится. И посмотрим, насколько хватит этого аккумулятора и этой пилы. Сгорит она или не сгорит. Показываю промежуточный результат. В общем, смотрите, очистил я одну ветку, считаю вторую ветку, там до половины, тут до половины практически. В общем, веток тут дофига и больше оказалось. Вон, видим, тут валяется, тут валяется, тут валяется, тут. Вот это вот я попилил на дровишке. Вот еще ветки. В общем, все это у меня заняло где-то полчаса. Не где-то, а ровно полчаса я его засек. После этого просто немножко нагрелся вот здесь моторчик. Как немножко, хорошо горячий был, но не дымел ничего. Я решил не насиловать эту пилу, поставил ее в холодильник на полчаса и сейчас дальше продолжу. Так, все, есть конечный результат работы вот этой вот электропилы аккумуляторной, самой дешевой, с одним из самых дорогих аккумуляторов. Аккумулятор у нас Makita, но фирменный. Покупался аккумулятор вместе с ветродуем в фирменном магазине. Во всяком случае так. И по работе я скажу так. А ну-ка давайте посмотрим, что у нас тут по заряду осталось. Делал я это все. Так, опа, нажмем. Вот. То есть 2 деления у нас ушло. Пропало. Осталось еще половина заряда. То есть еще час можно пахать в таком же режиме, а может еще и больше. На все про все. Первый заход я делал. У меня ушло полчаса. Я потом эту пилу поставил в холодильник из-за того, что вот тут нагрелось сильно.
Нагрелась почему? Потому что не смазал цепь. Во второй раз, когда я приступил к работе, я взял вот сюда вот, налил масло, хорошо так налил, и просто прокрутил его. Ну, дал проработать этой аккумуляторной пиле. Вот, и оно там все затекло, вот и до, все хорошо подтекло. Теперь у меня осталось только взять бензокосу и бензокосой все это доделать. Ну, срезы. Срезы тут я делал даже очень немаленькие. Вот смотрите, вот палец и вот палец. Ну, с ладонь, так скажем. Где-то сантиметров, наверное, 6-7. И причем это я сделал и здесь, и там делал, и тут тоже делал. Ну, в общем, давал я ей жизни очень хорошо сейчас. И ничего, не сгорела, живая, скажем так. В общем, суть в том, что самое главное — аккумулятор, хороший аккумулятор. Сама вот эта вот, она довольно-таки прочная, несмотря на то, что это дешевый вариант. Во всяком случае, у меня так. Может там, ну, может быть такое, что кому как попадется. Покуда все, сейчас беру бензопилу, и бензопилой начнем это все мы убирать, то есть пилить. Я думаю, займет времени не больше, чем полчаса. Ну, наконец-то, конечный результат. Пилил я при помощи вот такой вот бензопилы. Ну, ребята, пилил я, ну, минут, ну, не 10, минут 15. Ну, максимум 20 в этом диапазоне. Но, блин, задолбался больше, чем я вот эту вот всю листву срезал целый час. Здесь я вообще не устал. А тут оно все это, и это причем сам некому поддержать, оно все ездит. Аккуратно надо было, блин. Оставил вот такое вот большое бревно. Я не знаю, жена пришла, говорит, оставь мне бревно, мы сделаем из него скамейку. Поставим два вот таких вот столбика, и будет он у нас стоять, она у нас стоять возле бассейна. Вроде бы как и декоративная, и вроде бы как не знаю что. В общем, фигня какая-то. Ну, я так думаю, что это, во-первых, орех, и наверняка он быстро сгниет, если он будет на улице стоять. Это, скорее всего, его надо будет ставить где-то под навес. Но если есть у кого опыт по ореху, напишите в комментариях, пожалуйста, я их читаю. Интересно, сгниет или не сгниет он, за какое время, если он будет вот на столбиках стоять, столбики будут стоять у нас на плитке, вот. За какое время он сгниет, есть смысл с ним долбаться или нет. Ну, на этом вроде бы все. Всем пока, до новых встреч.